Привет, друзья! Вы на канале Готовим просто, вкусно, быстро. Сегодня у меня 3 вкусных и красивых десерта, которые легко можно приготовить на любой праздник. На их приготовление не потребуется больших усилий. Не забудьте подписаться на мой канал и оценить мой труд, оставив свой комментарий и поставив палец вверх. Начну, пожалуй, с самого простого. Чем он еще хорош? Тем, что набор продуктов ограничен только вашей фантазией. Я делюсь своей идеей, а вы экспериментируете, придумайте что-то свое. Основа для этого десерта может быть любой. Я возьму бисквит. Готовится он очень просто, так как здесь нет необходимости добиваться его пышности и высоты. Не торже печем. Начну с приготовления бисквита. Нам потребуется 4 яйца, 100 грамм сахара и 80 грамм муки. Отделяю желтки от белков. Белки пока уберу в холодильник. Желтки взбиваю до увеличения в объеме. Затем всыпаю половину необходимого по рецепту сахара. Взбиваю до полного его растворения. Небольшими порциями ввожу всю муку. Взбиваю. Пока уберу. Беру охлажденные белки, взбиваю до увеличения в 2 раза и добавляю щепотку лимонной кислоты. Постепенно ввожу оставшийся сахар. Взбиваю до полного его растворения и устойчивых пик. Перекладываю белки к желткам и осторожно перемешиваю снизу вверх. Подготовленное тесто перекладываю в смазанную маслом в чашу мультиварки. Ставлю на программу выпечка и выпекаю до окончания программы. За 5 минут до готовности бисквит переворачиваю, чтобы верх тоже подрумянился. Если готовите в духовке, то разогрейте ее до 180 градусов и выпекайте 35-40 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки. Бисквит приготовился, буду готовить десерт. Для него беру мандарины, нарезал их дольками, киви кубиками, грецкие орехи мелко порубила. Набор фруктов, ягод может быть любым. В качестве пропитки беру сметану, сахарную пудру и ванилин. Можно взять и йогурт, мягкий творог, в общем, все, что любите. Нарезаю бисквит мелкими кубиками. Когда мне не хочется возиться с выпечкой, я беру печенье в виде маленьких рыбок. Можно взять любое печенье или неудавшиеся коржи от торта. Сметану взбиваю. Добавляю в нее ванилин и сахарную пудру. Все хорошо взбиваю. Все продукты подготовила, буду собирать десерт. Готовить десерт буду вот в таких фужерах. Можно взять вот такие стаканы. Первый слой у меня будет фруктовый. Кладу мандарины. Затем бисквит. Поливаю сметанным кремом. Посыпаю орехами. Бисквит. Заправка. Затем кладу киви. Опять бисквит. Заправка. Посыпаю обильно орехами, украшаю вишней и дольками мандарина. Убираю пропитаться минут на 30. Этого будет вполне достаточно. Все готово, можно есть. Поверьте, это так вкусно, что для того, чтобы приготовить такой десерт, поводов совершенно не нужно. Вторым десертом будет шоколадный кекс с апельсинов. Можно, конечно, сильно не заморачиваться и просто приготовить кекс, но так и вкуснее и интереснее, да и на столе будет красиво смотреться. Для приготовления этого десерта нам потребуются апельсины по количеству гостей. Я беру 3 штуки. Срезаю верхушку, ее не выбрасываем, она нам пригодится. Вынимаю мякоть, выжимаю из нее сок. Срезанные верхушки переворачиваю. Ставлю на них апельсины, закрепляю дно зубочистками. Вот так. Теперь приступаю к приготовлению теста. Высыпаю в миску сахар, добавляю к нему немного апельсинового сока, 1 яйцо и желток 1 яйца, растопленное сливочное масло, темный шоколад. Его я растопила на водяной бане и вливаю в миску. Все хорошо перемешиваю. Добавляю муку. Перемешиваю. Готовую смесь разливаю в апельсиновые корки. Заполняю их на 3/4. Поставьте их в форму плотнее друг к другу, чтобы в процессе выпекания они не деформировались и не упали.
Ставлю кексы в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. У кого-то духовку может разогревать до 180 градусов. Смотрите по своей духовке. Готовый кекс посыпаю сахарной пудрой и грецкими орехами. Украшаю листьями мяты. Кексики получились сверху пропеченные, а внутри чуть жидковатые. Это очень-очень вкусно. Попробуйте, вам непременно понравится. Третьим десертом будет просто бисквитный рулет с вареньем. Отличный вариант для тех, кому совершенно нет времени стоять у плиты перед праздником, а десерт хочется. Отделяю белки от желтков. Белки пока уберу в холодильник. Желтки перемешиваю и постепенно ввожу в них сахар. Растираю до полного его растворения. Постепенно всыпаю муку. Взбиваю. В белки добавляю щепотку лимонной кислоты. Взбиваю их до устойчивых пик. Ввожу белки в тесто небольшими порциями. Перемешиваю снизу вверх, чтобы они не осаждались. На противень кладу бумагу, смазываю ее маслом и выкладываю тесто. Равномерно распределяя по противню. Толщина теста должна быть не больше 1 см. Противень хорошо стряхиваю, чтобы разошлись скопившиеся пузырьки. Ставлю в разогретую до 220 градусов духовку на 10-15 минут. Готовность бисквита проверяйте, нажав на него пальцем. Если бисквит пружинится, значит он уже готов. Вынимаю его из духовки, пока он не остыл, снимаю с бумаги. Смазываю вареньем. Берите, что есть. Можно джем, конфитюр, повидло. Сворачиваю рулет и оставляю в бумаге до тех пор, пока он не остынет. Как только остынет, перекладываю на блюдо, посыпаю сахарной пудрой и нарезаю на порции. Подаю к столу. Обожаю этот бисквит. Вот все просто, ничего здесь такого лишнего нет. Даже вот сама начинка варенья. Но так вкусно, а смотрите, какой он мягкий, как он пружинится. Попробуйте приготовить, вам непременно понравится. Вот такими 3 десертами я поделилась с вами. Если понравился рецепт, не забудьте поделиться им со своими друзьями в соцсетях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.